Дорогие друзья, приветствуем вас на канале Animal Rescue. Подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Родителей у Игоря не было. Мать умерла давно, он еще совсем маленьким был. Может быть, поэтому, не познав с детства женской ласки и заботы, вырос он таким угрюмым и нелюдимым. Воспитывал его отец. Игорь был у родителей поздним, единственным ребенком, и, когда не стало матери, отец был уже не молод, так что жениться он больше не стал. Так и прожили они с отцом, вдвоем, на этом белом свете, никому не нужные. Теперь вот и отца не стало. Прибрала старика болезнь неизлечимая, сгорел за несколько месяцев. Игорь даже не успел понять, как все это произошло. Врачи только руками развели, сказав, что такое бывает. Схоронил парень отца и стал думать, как же ему жить дальше. То ли в город податься, да только кому он там нужен без профессии и образования. В городе родни не было, остановиться ни у кого. А тут, в родных местах, все-таки крыша над головой своя. Невесту, в их глухомане, днем с огнем не сыскать. Вот так и жил Игорь один, в родительской избе. Летом скотину деревенскую пас, а зимой охотился помаленьку. А дед его с детства брал с собой на охоту. Вот так и перебивался парень из года в год. Одно и то же, и никакой надежды на будущее. Но он никогда не унывал и не жаловался на судьбу, верил, что у него еще все впереди. Будет и семья, и детишки, и будут они все вместе жить долго и счастливо. Ведь должно же его детям повести в жизни больше, чем ему, а уж он для этого постарается, все сделает. Когда Игорю становилось совсем невмоготу, хоть в петлю лезь от тоски, снимал он со стены отцовское ружье, закидывал за плечи рюкзак, в который помещалось все, что нужно для лесной жизни, и уходил в тайгу в старое зимовье. Выстроенное еще его дедом Трофимом. В лесной избушке Игорь чувствовал себя намного лучше, чем среди людей. Он заваривал чай, зажигал старую керосиновую лампу и садился чаевничать в прикуску со сладким кусковым сахаром. А еще, книги были его спасением в этом одиноком мире. Он с детства много читал, отправляясь с героями рассказов в диковинные путешествия, переживая с ними все тяготы жизни и удары судьбы. В укромном уголке, на полке у него всегда было много книг и журналов. Иногда, размышляя о смысле жизни, Игорь начинал потихоньку напевать незатейливый мотив. Сам придумывал простенькие стишки, мечтал, что когда-нибудь будет петь эти песенки своему сыну. Ничего, что ему медведь на ухо наступил, он ведь с душой поет. Леса парень не страшился. С детства с отцом по тайге бродил, грибы и ягоды собирал, шишки да орехи, дичь стрелял, рыбу ловил. Полюбил он с измальства лесную тишину и спокойствие. Знал от отца, что лес не предаст и не обидит, не то, что люди с их подлостью и страстями неуемными. Вот он леса и не боялся, чувствовал себя тут как дома, знал вокруг все тропинки, протоптанные людьми и животными лесными. Неподалеку от зимовья протекал лесной ручей. Вода била прямо из-под камня и была холодная и до того вкусная, что невозможно было напиться. Пьешь, пьешь и еще хочется. Игорь брал там воду для чая. Идти от избушки было недалеко, все время под горку и направо по тропке метров 300, там и был источник. Но это знал только он, а чужаку родник век не найти. Да кому чужому здесь быть, в этой глуши? Кроме Игоря никто тут и не ходит. И вот, как-то раз, в теплый летний день накатила на парня такая тоска, что не выдержал он, схватил со стены ружье да рюкзак за плечи, да потоптал в лес. До зимовья он добрался уже к вечеру. Начинало смеркаться. Чтобы не остаться без вечернего чая, надо было поторапливаться. Вот он и поспешил к ручью с ведерком. Спустившись с горки и бодро шагая к ключу, наткнулся он на рысь, лежащую прямо поперек тропы. Лесная кошка была мертва, а неподалеку от ее тела раздавалось негромкое, жалобное мяуканье. Шагнув на звуки и раздвинув заросли иван-чая, Игорь увидел в траве маленького рысенка, детеныша мертвой рыси. Судя по размерам, ему было чуть меньше месяца. Совсем еще не смышленыш.
Кто-то подстрелил его мать, но ей, судя по всему, все-таки удалось скрыться, и она успела унести малыша от места расправы и спрятаться в траве. Как же так? Да разве ж можно убивать такую красоту? Приговаривал вслух Игорь. Ему так было жалко убитую рысь, но ее осиротевшего детеныша ему было жалко еще больше, ведь он сам был сиротой и прекрасно знал, как это расти без матери. Игорь подхватил на руки рысенка и понес его в лесную избушку. Не бросать же, малого, на произвол судьбы. В избушке он постелил в углу старый ватник, накормил чем смог и устроил найденыша на ночлег. Как же тебя назвать? Вслух рассуждал Игорь. Он перебрал много имен, которые пришли ему на ум, но ничего толкового так и не придумал. В голову лезли только обыденные кошачьи коички, типа Барсика. Он позвал Барсик, Барсик. Рысенок с интересом посмотрел на парня. Ну, значит, так тому и быть. Против Барсика возражений нет. Рысенок, пригревшись на теплом ватнике, вздрагивал во сне, перебирал в воздухе лапками и видел какие-то свои звериные сны. Наверное, ему снилась мать, потому что он громко причмокивал во сне, как будто пил теплое молоко. Так и стали жить в лесной избушке Игорь и Барсик. В деревне пришлось соорудить для него большой загон в просторном сарае, а когда они вместе выбирались в лес, то там Барсик мог бегать вдоволь, где его душе было угодно. Все-таки дом есть дом, а лес для рысенка был настоящим домом. Так прошло время. Рысенок вырос и стал совсем взрослым. Он превратился в красивого и грациозного зверя. Как-то, после очередного похода в лес, Игорь вернулся домой один. Барсик встретил в лесу подругу и решил остаться с ней. Игорь очень сильно переживал по этому поводу. Он прекрасно понимал, что рысь – дикое животное, и оно лучше чувствует себя на свободе, даже у Барсика теперь есть семья. А я все один да один, сокрушался Игорь. Так прошло еще пару лет. Он часто жил в своей лесной избушке в лесу, но своего найденыша с тех пор больше не видел. Он часто вспоминал его и думал, где он сейчас, как живет. Как-то, в один из дней осенью, перебирая в избушке собранные грибы, Игорь увидел, как из леса на поляну, прямо к его дому, вышла рысь. «Барсик, ты вернулся!» — с криком парень выскочил на крыльцо. Вслед за дикой кошкой, из чащи, вышла молодая девушка с корзинкой. Глаза у нее были перепуганные. Она тяжело дышала, видимо, совсем выбилась из сил. Увидев живого человека, она заплакала и опустилась на колени. Плечи ее дрожали от громких рыданий. Игорь подошел к ней и стал успокаивать. Выяснилось, что девушка заблудилась в лесу и долго не могла выбраться из чащи, пока не встретила дикую кошку. Рысь не торопилась уходить от нее. Она, как будто, пыталась показать ей дорогу. Незнакомка интуитивно пошла за диким животным и наконец-то вышла к лесной избушке Игоря. Как же вы не испугались дикого животного? Рысь, кошка очень опасная, но только не это. Я ее вырастил с маленького котенка, поэтому он относится к людям дружелюбно, особенно к таким симпатичным, как вы. И Игорь погладил Барсика по голове. С той лесной встречи Игорь с Ульяной больше никогда не расставались. Они создали крепкую, дружную семью и родили 3 ребятишек. Получилось, что рысенок сам выбрал невесту своему другу и соединил их вместе навсегда. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал и не забудьте оставить комментарий. До свидания.